Получать подарки всегда приятно, а если ты сам выбираешь подарок, то вдвойне приятнее. Мечтал я об этом подарке с прошлого года, когда решил провести химчистку в машине. С промышленным пылесосом это сделать очень просто. А в этом году появилась мастерская, и без пылесоса стало просто тяжело. Но обо всем по порядку. Сначала посмотрим, что в коробке. В комплекте, конечно же, шланг, 2 пластиковые трубы, насадка для сбора жидкости с пола, 1 мешок для мусора, вместительный, но всего один. Насадка для сбора мусора, простая, но оказалась очень практичной. Щелевая насадка для уборки в углах и труднодоступных местах, резиновый переходник для электроинструмента, о нем расскажу позже из демонстрации, и ролики для маневров по помещению. Ну и сам пылесос уже с закрепленным HEPA-фильтром. Креплю ножки. Поставить их оказалось проще, чем потом снять. В будущем хочу собрать отдельную платформу, на которой вместе с пылесосом будет ездить циклон. Циклон для пылесоса я собрал еще месяц назад из пластиковой бочки, шпилек и самого циклона, который заказал в интернет-магазине. Оказалось не дороже, чем заказывать из Китая. Ссылку на магазин прикреплю в описании. Циклон работает таким образом, что до 96% мусора остается в баке, а в пылесос попадает совсем ничего. И по идее для мастерской пылесос может быть любой бытовой. Будет прекрасно собирать опилки, но пропадает мобильность. Тащить во двор всю конструкцию, чтобы почистить автомобиль, будет совершенно неудобно. Сложнее оказалось поставить мешок для сбора пыли. Пригодилась инструкция. В итоге оказалось все предельно просто. Натягиваешь и все готово. Еще один плюс промышленного пылесоса в том, что его можно подключить к электроинструменту, например, к дисковой пиле, и все опилки будут лететь сразу в пылесос. В мастерской становится намного чище. Особенно, когда работаешь с электрорубанком или фрезером. Стружку они вырабатывают, будь здоров. Для подключения к электроинструменту в комплекте идет резиновый переходник. У меня несколько инструментов с возможностью подключения пылесоса. Все с разным диаметром, и ко всем получилось плотно подсоединить пылесос. И стоит сказать о синхронном запуске пылесоса. Шнур электроинструмента можно подключить непосредственно в пылесос, и тогда включаться и выключаться пылесос будет вместе с инструментом. Так почему я выбрал Керхер? Выбирал долго, пылесосов много. Один немного дешевле, у других металлическая труба вместо пластиковой. Но когда начал спрашивать, бывают ли шланги в продаже, то оказалось, что можно найти только керхеровские, остальные не продают. А ведь шланги вполне себе иногда рвутся. А что говорить об остальных запчастях? И еще у Керхера есть дополнительный аксессуар для подключения к инструменту – тонкий шланг. Стоит, конечно, неразумно, но все равно куплю, потому что работать с ним намного удобнее. В этом ролике я показываю, какая ощутимая разница, когда работаешь с подключенным к инструменту пылесосом. Пыль, если и летит, то совсем незначительная. Но все равно не забывайте одевать респиратор. Спасибо, что посмотрели ролик до конца, оцените его лайком и подписывайтесь на канал. Всем пока!